глубоком трауре советская страна. Нескончаемым потоком через колонный зал проходят тысячи и тысячи людей, представителей разных поколений, труженики столицы и Подмосковья. Прощание с Константином Черненко в 1985 году стало особым. И не только потому, что на нем закончилась гонка на лафетах, а после пришел Горбачев и начал перестройку. Черненко стал последним главой государства, с которым прощались в принадлежащем государству колонном зале Дома Союзов. Руководители коммунистической партии и советского государства подходят к родным и близким Константина Устиновича Черненко. Потом Дом Союзов отдали как бы в частное управление Московским профсоюзом. И все государственные похороны, которые до сих пор проходят в колонном зале, проходили в негосударственной собственности. Теперь этот бардак исправили, и похороны следующего главы государства могут пройти во вновь государственном колонном зале Дома Союзов. Генпрокуратура добилась того, чтобы здание в самом центре страны вновь национализировали. Его отобрали у частной структуры Московской Федерации профсоюзов в апреле 2024 года. И даже этот немного забавный факт – часть большого передела собственности, которую российские власти начали после вторжения в Украину в 2022 году. Многомиллиардные активы, заводы, фабрики, агрохолдинги и сотни гектаров земли переходят под контроль государства, а их прежние владельцы оказываются фигурантами уголовных дел. В марте 2025 года под арестом оказался один из богатейших россиян, основатель сельхозгиганта «Русагра» Вадим Машкович. Он арестован по делу о мошенничестве, и судьба его главного актива пока неизвестна. Национализация – одно из главных явлений России военного времени, и чем дольше идет война, тем больше государство отбирает у частного бизнеса. И на самом деле это не национализация, не возврат государственной собственности, а предлог для того, чтобы передать многомиллиардные предприятия своим. В новом выпуске «Проект Детали» мы расскажем о том, как изменились отношения власти и крупного бизнеса во время войны, что делают богатейшие люди России во время самых громких потрясений, и о том, кто придумал и обогатился на крупнейшем переделе собственности в истории путинской России. Прежде чем мы продолжим, одно важное объявление. Мало того, что замедление Ютуба в России увеличивает роль лайков и подписок под этим видео, так что если не поставили лайк и не подписались, обязательно это сделайте, так еще и важно оставаться на связи на случай, если YouTube заблокирует полностью. Чтобы не теряться, подпишитесь на нашу рассылку и все социальные сети. Инструкции по ссылке в описании. И не забывайте про донаты. Расследование – это дорого, но оно того стоит. В день полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин собрал богатейших людей России и глав государственных компаний в Кремле. Кого смог. К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали заранее. Подобные встречи регулярно проводились до пандемии ковида, и тогда на них собирались больше полусотни бизнесменов. На встречу в день войны приехали лишь 37 человек, причем включая глав госкорпораций. Вынужденные меры. Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы. Не приехали, к примеру, Аркадий Волош, который вскоре потеряет контроль над российской частью Яндекса, осудит войну и перестанет ассоциировать себя с Россией. Алишер Усманов, против которого все равно ведут санкции, и он будет их яростно оспаривать. Эта встреча в 2022 году должна была как бы показать, что богатейшие люди России лояльны Кремлю. Но после встречи с Путиным многие крупные бизнесмены улетели из страны, как и сотни тысяч простых россиян. Четверть российского списка Forbes, аж 49 человек, уехали из России в феврале и марте 2022 года, большинство сразу же после начала вторжения. Часть людей улетела ненадолго, буквально на день-два, но больше половины, 25 бизнесменов, провели за рубежом больше 10 дней, а некоторые и вовсе не возвращались в Россию на протяжении нескольких месяцев. При этом мы не включали в список тех, кто уехал несколько раньше и больше в России не появлялся, например, основатели Яндекса Аркадия Воложа или Олега Тинькова. В основном они улетали в Объединенные Арабские Эмираты, благо некоторые миллиардеры являются гражданами этой страны, как, например, Андрей Мельниченко и Дмитрий Каменщик. Второе по популярности направление – Турция и Швейцария.
Среди уехавших оказался даже Борис Ротенберг, брат друга детства Владимира Путина Аркадия. Он вылетел 23 февраля, буквально за несколько часов до того, как российские танки вторглись на территорию Украины. И вернулся в Россию он лишь 4 апреля, за 4 дня до того, как Евросоюз внес его в свои санкционные списки. Причем въехал в Россию Ротенберг из Финляндии. Он гражданин этой страны. Сейчас в Финляндии распродается недвижимость, изъятая у друзей Путина. Кстати, ни Борис Ротенберг, ни его старший брат Аркадий не присутствовали на встрече Владимира Путина с представителями российского бизнеса и государственных компаний. Непонятно, звали их или нет. Зато некоторые из тех, кого позвали, незамедлительно покинули страну сразу после визита в Кремль. Председатель правления Новатэка Леонид Михельсон улетел на Кипр. Основатель Еврохима и Суэка Андрей Мельниченко улетел в Швейцарию на следующий день, 25 февраля. В тот же день Петр Авен уехал в Италию и, судя по данным утечек, в Россию не возвращался до, по крайней мере, 2023 года. Большинство бизнесменов, как и многие более бедные россияне, вернулись после паники первых дней и недель войны. Но у участников списка Forbes была еще и мотивация. По словам собеседников проекта, в Кремле им ясно дали понять, что лучше вернуться в Россию, если они хотят сохранить бизнес. Что, как мы понимаем, не сработало, в частности, с Вадимом Машковичем, который после встречи в Кремле улетел на Кипр, но вернулся в тот же день в Россию. И, по данным утечек, не уезжал из страны более чем на 1-2 дня. Интересно, что аналогичную встречу с крупным бизнесом в Кремле Путин провел лишь через 2 года, в 2024. И если в 2022 году участников поименно указали на сайте Кремля и активно показывали на видео, то в 2024 году их фактически засекретили. На опубликованных кадрах только Путин, и можно узнать затылок первого вице-премьера Дениса Мантурова и замруководителя администрации президента Максима Орешкина, но ни одного бизнесмена в кадре не показали. Их имена не опубликовали на сайте Кремля. При этом многие предприниматели, особенно те, у которых есть альтернативное гражданство, после начала войны стали чаще бывать на своей альтернативной родине. Например, Дмитрий Каменщик, у которого сейчас отбирают Домодедово, с конца 2022 года стал жить на 3 страны – Россию, Арабские Эмираты и Турцию. Несколько дней или даже пару недель он проводит там или в Эмиратах, остальное время в России. Ранее его жизнь, судя по данным утечек базы о пересечении границ, была устроена спокойнее. Россию он покидал гораздо реже, чем после начала войны и накануне решающей битвы за свой драгоценный актив. К слову, не только начало войны взбудоражило крупнейший российский бизнес и вынудило, пусть и временно, покинуть страну. Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Во время мятежа Евгения Пригожина в июне 2023-го сразу 14 богатейших людей России покинули страну. И в списке снова Ротенберг. Правда, на этот раз Аркадий. Учитывая сегодняшние все вот эти скандалы, постараюсь ускориться. 22 июня, за несколько часов до выступления Пригожина, он вылетел в Азербайджан. Журналисты заметили еще в день мятежа, что его самолет поднялся в воздух и направился в сторону Баку. Визит Ротенберга в Азербайджан подтверждают и данные о пересечении границы. Он вернулся в Россию 26 июня, на следующий день после окончания бунта. Кроме Ротенберга, из России в дни мятежа улетел богатейший на тот момент россиянин Алексей Мордашов. Он летел в Турцию накануне мятежа 22 июня и вернулся после его окончания 28-го. Андрей Мельниченко также уехал из России 22 июня. Роман Абрамович вылетел в Стамбул 24 июня, а через день его фотографию из Тель-Авива опубликовали израильские СМИ. Из перемещений богатейших людей в самое кризисное для России время можно сделать однозначный вывод о том, насколько реально лоялен Кремлю крупный бизнес. И это поведение очень логично и человечно. В любой непонятной ситуации нужно улететь из страны хотя бы на время. Пока российские миллиардеры разрываются между заграницей и бизнесом в России, кое-кто придумал, как все отобрать и заново поделить. Друг Путина Аркадий Ротенберг уже давно под санкциями, и Европа для него давно недоступна. А вот его брат Борис, гражданин Финляндии, до войны он избегал персональных санкций и наслаждался жизнью, например, во Франции и Испании. Но начатое Путиным полномасштабное вторжение в Украину и его вынудило приехать домой. Именно семья Ротенбергов придумала механизм крупнейшего передела собственности в новейшей истории России, на котором клан здорово обогатился. А государство и силовики — лишь инструмент в руках Ротенберга.
В начале апреля этого года генпрокурор Игорь Краснов, чье ведомство и занимается изъятием активов у бизнеса, отчитался о проделанной работе. Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. Эти слова сегодня как никогда актуальны. Свой годовой отчет перед Советом Федерации Краснов начал якобы с цитаты маршала Рокоссовского. Фраза давным-давно ходит по интернету, а официальной ее сделал помощник Путина Владимир Мединский в 2017 году. Именно бывший министр культуры приписал ее советскому полководцу. Других источников, которые бы ясно указывали на авторство Рокоссовского, нет. Но важнее в этой речи был отчет о национализации частной собственности. По искам прокуроров в 2024 году в казну возвращено свыше 15 тысяч незаконно отчужденных объектов, включая стратегические предприятия, а также 120 тысяч гектаров земель, и все это на сумму почти 2,4 триллиона рублей. Пока Владимир Путин занят войной в Украине, в России глобальный передел собственности. Только государство в этом процессе всего лишь промежуточное звено. Отобранные активы зачастую просто отдают в другие, более надежные руки. Ряд имущественных комплексов приносил доход резидентам из недружественных стран, которые они использовали в ущерб интересах нашей страны и нашего общества. Но об этом прокурор в своей речи, разумеется, не сказал. За 2 недели до этого на коллегии Генпрокуратуры он озвучил и другие цифры. За 2024 год Генпрокуратура обратила в собственность государства имущество коррупционеров на 504 миллиарда рублей. И здесь речь идет во многом о тех же изъятых активах частных предпринимателей. По оценкам издания «Новая газета Европа», с начала войны государство национализировало активов на более чем 2 триллиона рублей. Это больше 400 предприятий и их недвижимости разных сфер, от сельскохозяйственных до нефтяных. Причем чем дольше идет война, тем активнее работает Генпрокуратура. С 2022 года общая стоимость изъятых активов только растет. В 2025-м, судя по темпам первых 3 месяцев года, рекорд вновь обновится. Если в 2024 году государство национализировало 157 предприятий, то за первые 2,5 месяца этого года уже больше 50. И главный вопрос, разумеется, что и у кого государство отбирает. В этом ключе дело против Вадима Машковича, одного из крупнейших агропромышленников страны, встраивается в общую логику событий, хотя его собственность пока не стала объектом национализации. Но государство уже накопило богатый опыт отъема активов бизнесменов, оказавшихся за решеткой. Так, в 2024 году государству отошли активы осужденных за хищение братьев Зиевудина и Магомеда Магомедовых. В частности, Генпрокуратура обратила в доход государства средства от продажи акций Новороссийского морского порта. Кроме того, в том же 2024-м государство изъяло у осужденного за растрату бывшего владельца банка Югра Алексея Хотина отели Four Seasons, ТЦ Горбушкин двор и другие активы. И Хотин, и Зиевудин Магомедов ранее входили в число 200 богатейших россиян по версии Forbes. И раньше, до войны в Украине, уголовное преследование и отъем активов у таких богатых людей был чем-то беспрецедентным. После начала войны с десяток российских предпринимателей из списка Forbes так или иначе столкнулись с проблемами разной степени серьезности. Правда, далеко не все потеряли бизнес или свободу. Например, в 2023-м Генпрокуратура подала иск в арбитражный суд к Андрею Мельниченко, 7-му богатейшему россиянину по версии Forbes. Ведомство требовало изъять акции сибирской энергетической компании, которые принадлежат фирмам, связанным с Мельниченко, в пользу государства. В итоге дело закончилось мировым соглашением. Удивительный исход противостояния. Впрочем, так легко отделался только Мельниченко и бывший владелец Уралхима Дмитрий Мазепин. Он был среди прочих соответчиков по иску Генпрокуратуры, которая требовала вернуть в государственную собственность 100 гектаров в коттеджном поселке Сады-Миендорф в подмосковной Барвихе. Суд отказал ведомству в иске. Другие богатейшие россияне, чьи активы стали целью Генпрокуратуры, так легко отделаться не смогли. Одно из самых важных дел по национализации этого года, очевидно, становится дело об изъятии аэропорта Домодедово у Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. Они уже не первый год воюют с государством по поводу аэропорта. Каменщик пережил уголовное дело против себя, связанное с терактом в Домодедово в 2011 году и домашний арест по нему. Но сейчас активы Каменщика арестованы. Дело рассматривает арбитражный суд. Другим знаковым делом последних месяцев стало преследование бывшего владельца завода «Сильвинит»
Петра Кондрашова. В 2021 году он был на 86-м месте в списке богатейших россиян. Это красный директор, который, будучи начальником завода, при распаде СССР сумел его приватизировать. Кондрашов уже много лет живет в Австрии и стремительно теряет активы. Свою долю в Сильвините он продал еще в начале десятых годов, а уже после начала вторжения в Украину государство лишило его буквально последнего. В 2022 году прокуратура изъяла 90% акций Соликамского магниевого завода у его мажоритарных акционеров. В 2023 Генпрокуратура пошла за оставшимися акциями миноритариев, их несколько тысяч человек. А уже в этом году, в начале апреля, на Петра Кондрашова завели 2 уголовных дела и объявили в розыск, а Соликамский магниевый завод теперь под управлением Росатома. Весь этот механизм национализации придумал клан Ротенбергов. Об этом в середине апреля сообщила газета Financial Times. Источники газеты утверждают, что семья старого друга Путина сформировала целый штаб из юристов, экономических консультантов, людей, которые собирают информацию о предприятиях и передают данные в Генпрокуратуру, которая подает иски в суд. Источник проекта, знакомый с бизнесом Ротенбергов, утверждает, что главный в этом процессе не Аркадий. Основной руководитель простой русской фамилии Ротенберг. А его сын Игорь. 73-летний патриарх клана Ротенбергов гораздо меньше участвует в бизнес-делах в последние годы и передает эстафету 51-летнему сыну. И именно он придумал механизм, по которому государство отбирает активы у крупного бизнеса руками Генеральной прокуратуры. Государство изымает активы 3 способами. Первый – прямым указом Путина о национализации активов иностранных компаний. Нехитрый механизм был введен в апреле 2023 года. Путин подписывает указ о передаче во временное управление определенного актива, и все. Работает это не только с иностранными компаниями. Таким же указом у бизнесмена Сергея Петрова отобрали Рольф, крупнейший в России автодилер. Он достался Умару Кремлеву, главе Федерации бокса, члену бандитских группировок, который дружит с главой службы безопасности президента Алексеем Рубежным. О Кремлеве проект рассказывал в этом расследовании, которое вы найдете по ссылке в описании. Последним активом, который отобрали по указу Путина, пока является нижегородский фармацевтический завод Нижфарм, один из крупнейших в России. Он принадлежал немецкой фармкомпании Штада, а теперь один из старейших в России заводов, где производят лекарства, отошел малоизвестной фирме Фармирус, созданной в 2020 году. Разумеется, Фармирус не случайная фирма, которой достался такой ценный актив. Ее номинальный владелец Анна Залогина, сотрудница компании Air Farm, созданной миллиардером Алексеем Репиком. Во всяком случае, так говорили источники РБК, а телефон Залогиной в контактах людей записан как Анна Air Farm, а сама Залогина, согласно утечкам, получала в Air Farm доход. А Репик, по данным важных историй, давал свой самолет дочери Путина. Она, например, пользовалась частным самолетом миллиардера для перемещений по миру. А сам Репик, который до начала войны жил с семьей в США, у которого есть фармкомпания в Америке и Германии, сейчас активный застройщик украинских оккупированных территорий. Связанная с Air Farm компания «Эрстрой» застраивает Мариуполь ровно с того момента, как город перешел под контроль России. Второй основной способ изъятия актива – обвинение в коррупции. Прокуратура подает иск против собственников предприятий, которые завладели тем или иным активом, будучи, например, федеральными или региональными депутатами, или занимали ответственные посты в том или ином регионе, где в итоге смогли построить бизнес. Так, например, у уже упомянутых братьев Магомедовых суд постановил изъять доход от продажи доли в Новороссийском морском порту. А все потому, что Зиевудин Магомедов вел бизнес, будучи членом Совета Федерации. И, наконец, третий способ изъятия активов – признать незаконность его приобретения. Генпрокуратура обращается с иском в суд, в котором утверждает, что какое-то предприятие в 90-е годы незаконно досталось тому или иному владельцу. И суд встает на сторону прокуратуры и принимает решение об изъятии активов в пользу государства. Так случилось, например, с группой Метафракс, которой владел миллиардер Сейфидин Рустамов. Это давний партнер другого миллиардера из списка Forbes Дмитрия Рыболовлева, с которым они участвовали в приватизации разных заводов Пермского края. И в 2023 году суд счел эту приватизацию незаконной и передал Метафракс Росимуществу.
Но во многих случаях государство не становится конечным собственником того или иного завода или другого актива. Видимо, в замысле Игоря Ротенберга государство – посредник и инструмент в перераспределении собственности. А главным бенефициаром зачастую становятся сами Ротенберги. Я являюсь бенефициаром. Там Есть такая компания, она называется «Росхим». Создали ее в 2021 году, и тогда она называлась «Русский водород», но в 2023 сменила название на «Росхим». Похоже на название российских госкорпораций «Ростех» и «Росатом». Только Росхим не госкорпорация, а частное предприятие, которое собирает под своим крылом крупнейшие химические предприятия страны. Владельцы Росхима скрыты, и хотя в интервью Forbes представители Ротенбергов отрицали их участие в компании, косвенно друзья Путина все же связаны с Росхимом. В 2022-м 100% Росхима, тогда компания называлась «Русский водород», принадлежал управляющей компании «Финпартнер», а сам «Финпартнер» принадлежал компании «Центр М». Эта компания была создана Ротенбергами. Сейчас акции компании внесены в закрытый паевой инвестиционный фонд «Квинта», а его собственники скрыты. Росхим, созданный в 2021 году и никак не связанный с Ротенбергами, за 4 года стал гигантом химиндустрии, во многом благодаря получению контроля над конфискованными у других бизнесменов активами. С 2022 года компания получила контроль над башкирской содовой компанией, которую национализировали в 2021 после протестов вокруг Шихана Куштау. Помните те массовые выступления в Башкирии? Упомянутые нами Метафракс и другие компании группы в Пермском крае тоже контролируются Росхимом после того, как государство изъяло предприятие у партнера Дмитрия Рыболовлева Сейфеддина Рустамова. В 2023-м суд изъял активы Дальнегорского горнообогатительного комбината в Приморском крае и связанные с ним предприятия у Бориса Минца и других акционеров. Борис Минц, покинувший Россию соратник Анатолия Чубайса и основатель группы «Открытие», преследуется по статье о растрате 34 миллиардов рублей. Кучук-Сульфат и Волжский Оргсинтез тоже отошли Росхиму после того, как эти предприятия государство изъяло у прежних собственников. Кроме того, под контролем Росхима оказалось предприятие, которое Аркадий Ротенберг купил еще в 2011 году. Речь о заводе Минудобрения в Россоши Воронежской области. Отдельная категория активов Росхима – крымские предприятия. Крымский содовый завод и крупнейшее промышленное предприятие полуострова – Крымский Титан. Ранее оба принадлежали украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, но в 2021 году он продал Крымский Титан фактически холдингу Росхим. Крымсоду еще в 2014-м перерегистрировали как субъект хозяйственной деятельности Российской Федерации, а после начала полномасштабного вторжения в апреле 2022 года управление предприятием на 5 лет передали Росхиму. Это все предприятия, которыми Росхим либо владеет, либо управляет. И почти все эти заводы достались предприятию Ротенбергов во время войны с Украиной. А заводы в Крыму, которые достались друзьям Путина, это прямой результат агрессии России, на которой Ротенберги заработали активы. Кроме этого, Ротенбергам может достаться и аэропорт Домодедово, который прокуратура потребовала отобрать у Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. Правда, представители друзей Путина отрицают свой интерес к аэропорту, как, впрочем, и связь с Росхимом. В статье Financial Times, где Ротенбергов называют главными архитекторами национализации военного времени, утверждается, что масштабный передел собственности стал возможен из-за того, что Путин очень увлечен войной и не сильно погружен в экономические дела и разборки бизнесменов. И дело не только в тех случаях, когда государство напрямую изымает какой-то актив. Война и то, как ей увлечен Путин, очевидно, стало причиной и других бизнес-скандалов военного времени. Речь прежде всего о конфликте вокруг Wildberries, который начался как разлад в семье, продолжился стрельбой между чеченцами и дагестанцами в центре Москвы и окончательно разрешился в апреле 2025 года. Татьяна Ким, бывшая жена Владислава Бакальчука, отсудила у него 1% акций компании. Подробнее о противостоянии вокруг Wildberries смотрите по ссылке в описании. После решения о передаче 1% Татьяне Ким Следственный комитет возбудил дело по факту мошенничества вокруг строительства складов Wildberries против компании Владислава Бакальчука VB Development. Так что бывший муж самой богатой женщины России может оказаться как минимум под следствием по уголовному делу. С
Спор вокруг Wildberries стал конфликтом двух могущественных людей за актив стоимостью 4 миллиарда рублей. Сулейман Керимов в нем, кажется, победил Рамзана Кадырова. Первый убеждал Владимира Путина довольно спорными аргументами. Он обещал президенту построить на базе маркетплейса аналог системы SWIFT, от которой Россию отключили еще в 2022 году. Керимов воспользовался санкциями и, видимо, неосведомленностью Путина и получил контроль над одним из крупнейших маркетплейсов России. Точно так же Ротенберги получают контроль над крупнейшими химическими предприятиями. Лояльность и близость к телу – секреты успешного бизнеса. Проект. Узнайте впервые.